сегодня тема «Упертые русские и Starbucks в Корее». Я думаю, многие заметили в моем инстаграме, даже в моем ВК, что я тут что-то такое делаю со Старбаксом и пытаюсь что-то от него получить. Да, в большей степени здесь, в Корее, когда ты как-то логинишься или получаешь определенную карточку поинтов, можешь получить очень много плюшек. Но нам, иностранцам, многие вещи просто недоступны. И это большая-большая печалька, потому что мы реально просто не можем в многих вещах участвовать. Начнем с того, что я, как упертый русский, который, блин, да и возьми, купи себе, эту книжечку за $5 или еще круче там что-то, да, за 10, нет. Я, увидев акцию в Старбаксе, что если вы соберете там какое-то количество чего-то, там вы получите книжечку. Ну, во-первых, конечно же, я ввела в ступор ребят в Старбаксе, спросив, а что это такое, что мне для этого надо. И вот тут-то начались проблемы. Во-первых, нужен корейский Starbucks приложение. Я знаю, что, скорее всего, в России тоже есть сейчас эта акция, и не только в России, но здесь, в Корее, чтобы, в принципе, завести себе какие-то такие крутые вещи и зарегистрироваться где-то, нужно столько всего, и ты, как иностранец, иногда просто не знаешь, что тебе надо. А то и просто тебе не хватает языка, чтобы понять, что тебе надо. И вот я пытаюсь установить это приложение. Я понимаю, что на данный момент мне нужно собирать старбаксовские чеки, и потом мне там как-то начислят, как бы сняв код вот этот, который есть на чеке. Но для начала мне нужен Starbucks Кореи, а я его не могу установить. Я, естественно, иду с этим вопросом к замечательным провайдерам моего телефона, то бишь моей телефонной связи. Там, естественно, говорят, что я просто должна завести себе, у меня на данный момент iPhone, что я должна себе завести корейский App Store. А я это уже делала несколько раз, и я там во многих местах стала в ступор, потому что, знаете ли, заводить как-то данные своей карточки, нафига вам это надо, это слишком. Но, к сожалению, продукция Apple требует очень таких вот прям реальных каких-то данных, меня это иногда, конечно, выбешивает. И я, окей, делаю это, приходя обратно к бедному ребенку в моем провайдере. Парень бедный там не знал, что делать, он показал, как мог, со словами: извините, я не человек из Apple, но как человек, который является поставщиком вашей связи, я немножко помогу, расскажу. Он мне там потыкал пальцами, что я должна сделать, я пошла этим делом заниматься. Я таки завела себе корейский App Store, но на этом все проблемы не закончились. Я пытаюсь зарегистрироваться в этом самом Старбаксе Кореи. И тут опять проблема. Что-то да не так. Вот что не так? Я регистрируюсь так, как это есть. То есть вот имя мое на ID-карточке. Я прописываю как есть. Он говорит, что что-то не так, что что-то неправильно. Я там 5 раз попробовала, меня заблокировали со словами: давай ты в следующий день попробуешь, и ты уже там на себе волосы рвешь, боже мой, даже зарегистрироваться не могу. В итоге иду опять в офис своего провайдера, спрашиваю, в чем проблема, должно быть вот это имя, почему мне вот такое выскакивает. Я им прям показываю это, они смотрят, действительно удивляются. Говорит, а что вы пишете? И когда я увидела, как она написала мое имя, я поняла, что все должно быть с капслока, то есть с большой буквы. Просто все мое имя, все с большой буквы должно быть написано. Я такая думаю, окей, я регистрируюсь, пытаюсь, значит, зарегистрироваться в Starbucks. Я иду в Starbucks, ребята мне помогают, я там все набираю, и я наконец-то переступаю на вторую страничку, точнее второй шаг из 3, которые там надо, и я опять втыкаюсь в проблему. Другой бы уже плюнул, уже вторые сутки, третьи уже идут. Нифига, я вот не могу. Я вот поняла, что я вот пока с этим не разберусь, я не могу успокоиться. Другие, блин, да иди ты купи себе уже книжечку, что ты тут паришься, более милую, более кавайную, в этом Старбаксе книжечка страшная и так далее. Нет, я не могу успокоиться. Я иду опять к своему бедному поставщику связи, говорю, что теперь не так, что теперь от меня хотят. В итоге, оказывается, хотят, чтобы я специальную программку скачала от провайдера, которая вроде как хранит в себе определенные мои данные, и с разрешения этой программы, когда туда приходит запрос, она дает возможность зарегистрироваться в каких-то таких вот приложениях, как Starbucks Корея.
Это, конечно, вот просто мозговынос. Ну вот и в App Store тебе, блин, данные надо везде всюду записать, и в своем провайдере создать какую-то, блин, фиг пойми карточку, а у меня там уже 2 каких-то штуки, и фиг пойми, что вообще с каждым разом все больше и новые какие-то штуки-дрюки, и все вот так просто не происходит, то есть тебе не взять там на карточку все собрать, нет, теперь у нас век диджитал, и тебе надо теперь все в диджитал, а так, чтобы доказать, что это ты, все твои данные должны быть вот где-то вот спрятаны, защищены, и ты сам регистрируешь, сам же себе и подтверждаешь, что это ты. Ну вот просто пипец. Но я таки это сделала, я таки зарегистрировалась, я получила доступ, у меня теперь есть аккаунт Starbucks, где ты с количеством получаемых как бы кодов, да, собираешь на елочке вот эти стаканчики. Но думаете, этим все закончилось? Да сейчас! Оказывается, просто зарегистрироваться в Старбаксе это еще полбеды. Тебе надо купить карточку Старбакса, которая, в принципе, как обычная карточка какого-нибудь банка, ты туда кидаешь денежки, потом можешь ей расплачиваться. Когда ты ей расплачиваешься, зарегистрированное имя будут, соответственно, использовать в Старбаксе. То есть ты заказал что-то, и твое имя вскрикнут. Хотя, в принципе, в Старбаксе должны, в принципе, кричать имя, если ты скажешь «зовите меня так». Магия. В общем, я покупаю эту карточку за 5000, эти же 5000 туда попадают автоматом. Ты в дальнейшем можешь кинуть туда только 10 тысяч вон, либо больше. Ну это вообще просто, мама, не горюй. И ты понимаешь мозгом, что в Старбаксе как-то кофе очень дорого, и лучше пойти в Томс или хотя бы что-то вообще другое, и там кофе попить. Но у тебя начался какой-то вот этот азарт, ты хочешь получить эту книжечку. Ты собрал все вот эти чеки, которые друзья тебе помогли напить, и потихонечку, естественно, сам набираешь варианты. Плюс, как бы, с учетом того, что ты расплачиваешься с карточки, тебе начисляются какие-то специальные поинты, специальные звездочки, и когда ты попадешь в определенный уровень, я сейчас на зеленом, то у тебя больше плюшек. Там месяц вместе со Старбаксом, да, тебе там, может быть, кофе дадут, какой-нибудь день рождения, тебе опять какой-то кофе на выбор, там целый год с ними, тебе опять же какой-то мега-супер кофе, плюс какой-нибудь подарок там. Ну, в общем, у них есть такие розыгрыши, это все очень ценится здесь, это собирательное здесь, накопительное, и для корейцев в большинстве случаев во многих других вещах это тоже работает. Но пока я нашла про Starbucks, я пытаюсь сейчас выяснить про KFC, в общем, долго я собирала, кого-то просила, в общем, долгие-долгие сборы, и я, наконец, добрала елочку, и та-да-дам! Я, наконец, получила свою книжечку. Я долго выбирала, потому что там 4 книжки, там красная и синяя, это недельники, потом, значит, розовая, это каждодневники, и есть зеленая такая, мятного оттенка. Я, в принципе, очень хотела бы мятного оттенка, ну или розового, но когда я уже стояла и выбирала, я поняла, что, ну, очень неудобная розовая лично мне, по моим понятиям. И, в общем, долгий выбор привел меня к тому, что... Та-да! Я нашла свою книжечку. Какую книжечку? Давайте посмотрим вместе. Красную книжечку. Я понимаю, что я хотела либо розовую, либо мятную, но розовая была толще, и мятная она там B4 формата, ну вообще никуда не запихать, только если в какой-нибудь там, я не знаю, рюкзак с собой, так что ну вообще никак. Здесь это недельники, оно как-то более милых, и мне показалось более удобно. Тебе вместе с этой книжечкой также дается в цвет, в тон ручечка. Я очень хотела мятную, ну или розовую хотя бы. Но, в общем, вот, у меня теперь есть свой журнал, где я, наверное, начну вести как бы буллет-систему, bullet journal, потому что у меня, как вы знаете, есть тетрадка, в которой все в достаточно большом кошмаре находится, все идеи туда, и черновые, и сценарии, все подряд, короче, туда, я иногда что-то забываю. Я, конечно, веду в электронном формате навер, но теперь, я думаю, буду записывать. Так что вот так вот я получила. Я добилась, могу еще, конечно, собрать, если кому-то будет надо, и они будут присылать мне это все дело, потому что, я думаю, не каждому доступна такая вещь, как завести определенные вещи в провайдере, поставщике связи, ну и много чего еще, потому что я, как человек, который здесь уже как студент, да, грубо говоря, я живу уже даже, а не студент, и у меня уже есть определенные вещи, к которым можно привязаться, чтобы завести что-то. Не все вам, как иностранцу, будет, к сожалению, доступно, но хотя бы что-то.
Поэтому, да, дорогое удовольствие. Я бы, наверное, все это количество чашечек лучше бы купила себе что-то другое, но, во-первых, не все чашечки мои. Вот, да, и, конечно же, если сравнивать, в Том энд Томс, между прочим, книжечка повкуснее. Ну да ладно, главное, что я, как упертый русский, который так просто не сдается, получила свое. Теперь вы знаете, что за проблемы здесь бывают, чтобы что-то получить, и как я, как упертый русский, так просто не сдаюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока-пока!